Добрый день. Заметили, что есть серьезная путаница в вопросе структуры тонких тел человека. Много разных систем, по которым пытаются описать, какие тонкие тела у человека есть, что с ними делать, как с ними иметь дело. Но эта путаница приводит к какому-то тотальному непониманию, кто о чем говорит и что имеет в виду. Поэтому мы решили немножко свести терминологию и рассказать о том, собственно, какой терминологией пользуемся мы и какая терминология, по нашему мнению, наиболее удобна и наиболее, что ли, четко отражает суть вещей, то, как оно работает, и то, как это можно применить именно, практически, именно в своей личной практике. Итак, структура тонких тел, или вообще структура тел человека. Первое, наиболее плотное тело, наиболее известное здесь, это физическое тело, плотное материальное тело. И о нем рассказывать, пожалуй, нечего, все с ним знакомы. Медицина, наука, вся биология изучила физическое тело довольно-таки основательно, поэтому про то, как оно устроено, как работает процесс в физическом теле, можно почитать где-нибудь еще в специальной литературе. А мы же пойдем глубже в сторону тех тел, о которых здесь знают меньше. Следующее, после физического тела, более тонкое тело, это тело энергетическое или эмоциональное, как его часто называют. Энергетическое тело – это тело наших чувств и эмоций, это тело наших ощущений, это тело, которое отвечает за психосоматику, а часто его делят на разные слои, такие как, например, тело боли отдельно бывает выделяют. Это тело, на котором работают энерготерапевты. Это тело, на котором движется жизненная энергия прана или биоэнергетика, в зависимости от той школы, которой придерживается практика. На этом теле находится энергетическое сердце, через которое у человека, у воплощенного существа, есть доступ к собственной энергии, к своему каналу соединения со своими высшими аспектами и, собственно, с источником, с абсолютом. Но об этом чуть-чуть попозже. Энергетическое тело довольно знакомо практикам, экстрасенсам, которые здесь так или иначе работают с тонкими планами. Видящие чаще всего видят именно энергетический план, к которому относится энергетическое тело. Тела, которые тоньше, которые идут дальше, чувствуют и видят намного меньше людей. Энергетическое тело – это самое плотное тонкое тело, и уровень энергии, то есть плотность, частота, вибрации, может быть измерено даже приборами. То есть это действительно плотное ощущение, оно сильно чувствуется. То есть это ваши эмоции, психосоматика, и энергетическое тело чрезвычайно сильно влияет на физическое. То есть это прям очень плотный слой. Следующее тело после энергетического – это тело ментальное. Ментальное тело, все вы знаете, как пространство вашего ума. Это пространство ваших мыслей, образов, ваших представлений, ваших идей. Это пространство, в котором, как правило, живет обычный человек. В пространстве своего ума. К этому же относится ваша память, ваши мечты, ваши планы, стратегии. Все то, о чем вы так или иначе знаете, думаете. Это пространство образов, это пространство идей, пространство коллективных идей, установок ментальных. То есть это весь ваш ментал, причем не только ум. Под умом здесь имеется в виду именно бытовой ум, внутренний диалог, образность внутренняя, но еще и пространство вашего разума,
ваше подсознание со всеми подсознательными установками, со всем, вся ваша память, все ментальное поле полностью. Ментальный план, ментальное тело. А ментальное тело – это первое тело, которое имеет доступ, имеет, вернее, связь с социумом, с обществом. Это коллективный план. С ментальным телом, с пространством ума, как правило, работают все те, кто занимаются медитациями, занимаются аффирмациями, работают с внутренними установками. Психология старается работать именно с ментальным планом, с ментальным телом, с пространством ума. Поэтому, если вы сейчас слушаете и смотрите это видео, скорее всего, вы смотрите это видео из своего ментального плана, из своего ментального тела. Здесь у меня сидит Аня, управляет меня, говорит, что медитация не относится к ментальному плану. А я говорю, что относится. Потому что то, как представляют себе медитацию 90% медитирующих, это именно ментальный план. Поэтому если вы относитесь к тем 10%, которые знают, что настоящая медитация – это не ментал, то вы правы. Для всех остальных, скорее всего, вы летаете в своем уме, когда вы в медитации. Следующее тело, четвертое по плотности, это тело астральное. Астральное тело тоже довольно хорошо известно. Тело находится глубже. На астральный план вы выходите, как иначе известно, когда вы засыпаете. Засыпаете всегда в астрал той или иной глубины и тонкости. А когда вы имеете дело с родовыми системами, с родом, это астральный план и астральное тело. Осознанные сновидения, если кто-то умеет и практикует, это тоже, как правило, астральный план, если не прилагать дополнительные усилия и не иметь навыка выходить именно через осознанный план на планы более тонкие. У нас возник небольшой диспут на тему сновидений и осознанных сновидений, в какой все-таки план попадает человек, когда засыпает. Мы пришли к консенсусу, что засыпать человек может как в ментальный план, так и в астральный, но астральный план, как правило, представляет собой все-таки осознанное сновидение, если человек это помнит, как правило. А вот в ментальном плане человек спит и помнит вся эта лабуда, которая снится, который проснулся и говорит, что же это было? Скорее всего, это ментальный план, это сны такие пустые сны из ментала, когда это либо коллективное, какое-то коллективное поле, из которого грузится пространство каких-нибудь ментальных эгрегоров, чего-нибудь такого. А в практическом смысле, скажем так, для начинающего практика, астральное тело – это скорее тело сновидения. Это то, с чем человек имеет дело, когда занимается осознанными сновидениями. Наверное, так будет самое точное его определение именно для, для того, кто никогда не погружался глубже. Следующее тело, пятое тело, тело света, тело пятой плотности. Про него сказать уже особо нечего, потому что к нему нужно уметь проходить и с ним сонастраиваться. А говорить о нем уже, в общем-то, особо смысла не имеет. Чтобы дотянуться до своего пятого тела, нужно сначала научиться соединяться со своим энергетическим сердцем, погружаться в него, научиться соединяться со своим источником, научиться чувствовать свой канал, проводить его,
свое тело физическое, энергетическое, и потихоньку учиться настраиваться с телами с другими, очищать и гармонизировать их. Выход к пятому телу осуществляется через исцеление 4 нижних тел: физического, энергетического, ментального и астрального. Освобождение его от опыта. Исцеление, принятие опыта, который собран в нижних телах. В практическом смысле имеет ценность умение соединяться со своим источником, со своими высшими аспектами. Настройка со своим пятым телом — это, в общем-то, и есть переход в 5D. Это то, что подразумевается переходом в пятую плотность. Умение чувствовать свое пятое тело и с ним сонастраиваться. Следующие тонкие тела, 6-е, 7-е и дальше, можно считать высшими аспектами воплощенного существа, и о них речь пойдет уже в следующих видео. Удачной практики и хорошего вечера.